Всем привет, с вами Банана Мастер. Я у себя в коде заранее создал переменную через const. Const это такая переменная, которую я не могу изменять. Вообще используется крайне часто, и это самый ходовой инструмент разработчика. Если мы создали переменную typeUser со значением admin, там admin всегда и будет. И я четко знаю, что вот так вот написать я не могу. Ведь даже эта запись у меня уже вызовет как минимум ошибку. Код, написанный через константы, читается намного легче. Меньше о чем нам нужно будет думать. Если мы сравним const с let, то у них есть одна особенность. Если константу я изменять не могу, то с let я это могу легко делать. Например, я поменял const на let и, видите, легко смог перезаписать нашу переменную на новое значение. Ошибки никакой при этом не возникло. То есть в любой момент ее можно перезаписать на другое значение. Вообще это полезная особенность, ее используют при написании кода довольно часто. Но как раз эта особенность и усложняет читаемость кода. То есть когда мы читаем код, где используются одни леты, мы сразу автоматически начинаем думать, что если человек использует let, значит он где-то этот let перезаписывает. Эта мысль будет постоянно в голове, и как раз это понимание и усложняет чтение кода. Но если бы мы переменные объявляли через const, то это уже выглядит в разы проще. Ведь перезаписывать константу нам просто нельзя. Будет происходить ошибка. Поэтому, пожалуйста, если вы создаете переменную через let, но не перезаписывайте ее, то смените это на const. Вообще лучше всегда используйте const. Только если действительно необходимо, пишите let. Глобально у нас такая разница. Переменные через let я могу менять, переменные через const я изменять не могу. Для того, чтобы понять, как работает var, нам сначала нужно обратить внимание на одну особенность. Например, у меня есть переменная typeUser, и я эту переменную законсолю. Напишу вот так вот typeUser. В такой конструкции в консоли я увижу слово admin. Все правильно, я сначала переменную создал, а потом вывел ее в консоль. Данная запись работает хорошо. Но если я поменяю их местами, я сделаю сейчас так, что я сначала вывожу переменную в консоль, а только потом ее создаю. У меня сразу же возникнет ошибка. Before initialization. Типа я пытаюсь вызвать то, что еще не создано. И то, что эта ошибка возникла, это хорошо, ведь это правильно. Ведь нелогично вызывать и использовать то, что я еще не успел создать. Это очень правильное поведение. Но сейчас я поменяю нашу переменную const на var. И после этого изменения ошибка пропадет. По факту я могу у var вызывать до создания. То есть как-то вообще нелогично. Переменным var все равно на эту логику. Я могу их вызывать до создания очень легко. Как раз из-за этой ошибки разработчикам и пришлось в какой-то момент обновлять JavaScript. Придумывать новые переменные, такие как const и let. Причина такого поведения var связана с одной маленькой особенностью JavaScript. Когда мы пишем эту строчку, то есть создаем переменную var, то хоть и физически я написал это на строчке номер 2, то для JavaScript эта строчка написана совершенно в другом месте. Она написана на минус первой строке. Мы ее даже не видим глазами. JavaScript что делает? Он сам физически берет и переносит эту вот строчку очень-очень вверх. Хоть и для нас визуально создана переменная на строчке номер 2, то для JavaScript ему все равно. Она создана на минус первой строке. Где-то там сверху. И как раз эта особенность, эта невидимая логика очень мешала программистам JavaScript.
Вот создателям и пришлось быстро реагировать и создавать новые переменные. Но ведь и правда это очень неудобно. Я написал код в одном месте, JavaScript читает его в другом месте. Если хочешь знать больше, пройди мой авторский курс. Мы закроем все твои пробелы в знаниях, чтобы ты, наконец, стал сеньор-разработчиком. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.